Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это дневной обзор. Давайте рассмотрим, какие события намечаются, что творится на рынке, какие движения и что сегодня ждать дальше в течение дня. Так, друзья, завтра в Конгрессе Пауэлл выступает в 12 часов по американскому времени. Ну и там достаточно жаркая будет дискуссия. Возможно, она рынке очень сильно поколеблет, потому что Байден настроен на то, чтобы продолжать политику, которую, условно говоря, называют социалистические штаты Америки, республиканцы категорически против, и завтра, наверное, там будут очень жаркие дебаты между не только Пауэллом и конгрессменами, но и между демократами и республиканцами. Республиканцы очень боятся перегрева. Ну что значит перегрев? Перегрев — это значит, что захлебнется экономика от напечатанных денег, и, соответственно, это приведет к тому, что будет гиперинфляция, и никакого роста не будет. Но, по сути, если на самом деле формально рассуждать с точки зрения покупательской способности денег, то мы уже имеем де-факто галопирующую инфляцию, то есть порядка 20%. Это связано с ростом цен на товары, на услуги. Ну да, как бы официальные индексы, которые считают, они себя включают массу компонентов. Умышленно или неумышленно это делается, это другой вопрос. Но тем не менее покупательная способность денег за 12 месяцев прошедших очень сильно упала, в том числе и американских долларов. Так, ну вот что касается Америки, сегодня 15:30 они публикуют индекс потребительских цен. Предполагается, что он будет 4,9% год к году. И, соответственно, это достаточно высокая инфляция для Соединенных Штатов. Так, но помимо всего прочего, такое событие, я не знаю, насколько оно на текущий момент значимо или нет, это открытие торговли в Китае площадками, где будут барыжить СО2, углекислым газом. То есть вся как бы основная зеленая идея, зеленой экономики, зеленой промышленности, это то, что на выделяемый СО2 есть определенные квоты, которые надо отдельно оплачивать и потом расходовать. Соответственно, запускается в Китае. Ну, китайский рынок, он своеобразный, закрытый, поэтому я думаю, на текущий момент это особым образом ни на что не повлияет. Так, ну вот китайские технологические акции немножко отскочили после того, как Tencent одобрили сделку, но на самом деле, я думаю, вообще в китайские компании, в том числе хай-тек, лучше не лезть, потому что там, где есть или потенциально могут возникнуть ограничения, то есть несвободные юрисдикции, с ними лучше не иметь дела вообще. Потому что риски, которые они генерят, они непрогнозируемые и могут все стереть в порошок. Любую прибыль, любые вложения. Ну, кто-то, конечно, инвестирует в Китай. Тот же Рэй Далли, он там расхваливал, что Китай — это новая звезда. Здесь у каждого своя позиция, свое видение. Я считаю, что лучше в такие вещи не инвестировать и с китайскими акциями, какими-либо активами вообще не связываться, от слова совсем. Так, вот тут со спутником сейчас ситуация может разрешиться и действительно с учетом того, что его начнут активно и производить, и использовать, особенно в Юго-Восточной Азии, возможно и в Бразилии, там тоже может быть решится момент. Соответственно, если его начнут производить и он будет закрывать собой имеющиеся бреши в поставке вакцин в развивающихся странах, то весьма вероятно, что действительно его осенью, как глава фонда российского говорит, его могут ВОЗ сертифицировать. Вероятность очень высокая. Но здесь какой есть плюс? Есть плюс такой, что если вы спутником привились, вы спокойно можете путешествовать по Европе и Соединенным Штатам, если ВОЗ признает спутник как работающую вакцину от коронавируса. И вот то, что происходит сейчас на индийских предприятиях, когда они пытаются восстановить и увеличить мощность производства вакцины, это, возможно, послужит очень существенным толчком для того, чтобы спутник, ну, где-то осенью, возможно, в октябре, может, в ноябре признали бы. Так, друзья, ну вот смотрите, Брэнсон в космос полетел. Второй авантюрист, который из Амазона полетит на следующих выходных, вроде бы пишут. И пока Брэнсон собирался в космос и полетел в космос, потихонечку он венчуры, связанные с освоением космоса, начинает прикупать. Вот Seraphim Space Investment Trust PLC, который в различные
технологии, связанные с освоением космоса и космическим туризмом, инвестируют. Ну, венчур это то, что рискованно. С другой стороны, сам Ричард Брэнсон, он человек очень рискованный. Но я полагаю, что, скажем так, к седьмому десятку лет он приобрел очень существенные навыки, которые ему позволяют разделять риски и не брать те риски, с которыми он не справится. Поэтому я полагаю, что вот это движение, это достаточно позитивный момент, который подтверждает, что в ближайшее время будет продолжение развития освоения космосом, ну и как вариант значительные колебания, в том числе и вверх по акциям Virgin Galactic. Обращаю внимание, что эта история очень рисковая, очень рисковая. И здесь наиболее рациональный способ действия, либо держаться от нее подальше, либо если вы верите в Брэнсона, то купить и забыть, пока она там либо не вырастет до $1000 за акцию, или не сгорит. Так, ну вот еще ситуация с Гонконгом развивается, как я еще год назад говорил. То есть там начинается массовый отъезд, миграция, иммиграция. И я думаю, за 2, 3, 4, ну 5 лет Гонконг потеряет свой статус азиатского торгового прогрессивного центра, станет обычной китайской провинцией. Но может быть чуть более выделяющейся, чем другие провинции. Но у Китая есть Шанхай, и соответственно тут весь упор будет на Шанхай делаться, а не на Гонконг, который по сути он, ну скажем так, неоднороден с остальным Китаем. Так, друзья, ну и переходя к текущей ситуации, что сейчас происходит. Так, сейчас 13:36 по Москве, американский индекс S&P 500, это S&P на фьючерс, залег в боковик. А VIX, вот какая-то дериватива на него, начал торговаться, сходил вниз. Сейчас он пытается от вот этого донышка локального, которое уже 16, не 14,5, как было ранее, отбиться и уйти наверх. Но сейчас здесь, если будет пробой, и он уйдет на 15,5 хотя бы, то его весьма вероятно оттянут вниз, и это вызовет на рынках волну роста. Так, далее индекс доллара, часовой таймфрейм. Вот здесь, я думаю, сейчас в ближайшее время будет коррекционный откат с целью движения на 92.15. Если такое произойдет, то это рост для еврика и для металлов. Так, друзья, далее золото. Золото находится в боковике. В 15:30, то есть через 2 часа, выйдут данные по индексу потребительских цен в Соединенных Штатах. Здесь пока сложно сказать, какая будет динамика, потому что надо еще, чтобы час прошел, для того, чтобы стало понятно. Но исходя из той картины, которая с утра, больше факторов свидетельствует на то, что будет движение с целью потестить и пробить 1817-1818. Опять же, сейчас в течение часа картина может смениться, но пока все указывает на движение наверх, вот сюда вот. Так, друзья, давайте для разнообразия рассмотрим фьючерс евро-рубль. Может немножко здесь котировка отличаться, потому что это склеенный фьючерс, но я вот ориентируюсь, если евро-рубль, на вот это значение. Сейчас это часовой таймфрейм, здесь произошел разворот. Если не будет повторного тестирования с пробоем 88 500 это фьючерс, то соответственно отсюда у нас развивается отскок, у которого цель движения 89 400. Здесь будет еще промежуточный уровень, который 89, он вот здесь вот находится. Там зависит от развития ситуации в нефти. Вот. Пока, конечно, импульс не очень сильный, не уверен я, что вот сюда его хватит движения. Но если вот это донышко пробито не будет, то я думаю, сегодня куда-то на 89.50, 89.100 он дойдет до вечера. Так, друзья, далее давайте нефть посмотрим. Здесь у нас боковичок на сегодня по нефти. Если с нефти переходить на часовик, сейчас идет попытка коррекционного отката, цель которого потестить 75.15, 75.2, вот здесь вот этот уровень. Соответственно, здесь, если 75 мы пробиваем, то отсюда развивается движение, цель которого 74.3, 74.2, вот сюда, вот к этому значению. Ну и вот этот растущий тренд, который отсюда пошел, он на самом деле будет продолжаться, если не будет коррекционного отката с пробоем 74.15. Вот здесь 74.15 это некая рэперная точка, пробой, который
приведет к тому, что отсюда сразу разовьется движение, может быть даже и на 72,5-72. Пока здесь никаких указаний на то, что такое сильное движение вниз разовьется, ну как сильное. Сейчас-то оно сильное, раньше-то оно было бы не столь сильное. Но сейчас с учетом растущего тренда это, конечно, был бы нежданчик. Завтра еще запасы нефти публикуются под вечер. Вот, поэтому здесь, я думаю, все-таки наиболее вероятный сценарий удержания этого значения и дальнейшее движение у нас на кону стоит 76,2, потом 77,5. Вот, соответственно, если пробой 75, 15, 75 вот здесь возникает, то у нас цель движения это тестирование, вот этот уровень 74,15, 74,32, вот сюда вот. Но, я думаю, более вероятно удержание здесь, движение наверх. Так, друзья, далее вопрос был по палладию. Смотрите, палладий это все, что зеленые технологии. Во-первых, катализаторы для сжигания углеводородов, которые получаются в выбросах от сгорания бензина. И то, что связано потом с водородом, с его получением, очисткой, транспортировкой, различная катализ в органической нефтехимии. На текущий момент вот он заперт по дневочкам вот в этом консолидационном диапазоне. Если не будет на этой неделе движения с целью пробоя 2750, то он здесь удерживается, и либо на этой неделе, либо на следующей здесь должно быть движение с целью потестить и переписать 3020, вот это вот значение. Достаточно он уже энергии собрал для того, чтобы выполнить такой вот задерг. Но здесь, если возникает пробой 2750, то в этой ситуации он уходит торговаться в район 2600-2630. Если рассматривать 4-часовик, здесь тоже достаточно интересная картина, несмотря на не очень высокую ликвидность этого инструмента. У него сейчас ход движения в ближайшие часы это потестить уровень 2800. То есть он вот сейчас сюда должен допадать. Дальше, если он удерживает 2750, он отсюда пойдет сразу наверх. Так, друзья, далее по никелю дневочка. Но никель имеет только интерес, связанный с норильским никелем. И здесь как бы все готово для того, чтобы оказать поддержку норильскому никелю. Так, друзья, далее серебро, 4-часовой таймфрейм, сразу ставлю. Никак не может оно пробить 26,5 и уйти на 28. Вот сюда вот у него цель движения. Ну, первая промежуточная цель 27,8, потом 28,3, 28,5 диапазон. Но здесь очень сильный набор позиций происходит. Вот последние дни здесь очень мощно кто-то набирает позу. То, что касается сегодня, сейчас, что происходит, в 15:30, сейчас 13:48 по Москве, в 15:30 публикуются данные по американской инфляции. И на фоне этих данных возможно движение, цель которого потестить 25,8. 25,8 это давнишний у него уровень поддержки, но здесь еще нарисовался новый, чуть пониже уровень 25,56, 25,5. Соответственно, на публикации данных, если вдруг случится чудо и окажется, что индекс потребительских цен начал внезапно падать, то возможен задерг и проскальзывание вплоть до 25,5. Я думаю, сегодня наиболее логично в боковике все-таки вот в этом походить. Верхняя граница 26,5, нижняя граница 26, ну может быть 25,8. И там уже, когда выйдут данные по индексу потребительских цен в Соединенных Штатах, я думаю, он отконсолидируется, и тогда весьма вероятно будет какое-то движение наверх. Да, серебро пока не растет, но его накапливают, по нему собирают позицию. Так, друзья, далее давайте посмотрим НЛМК. По нему много вопросов, это раз. Во-вторых, его очень пиарят на отскок, на движение 280, даже 290. Но действительно, в текущей ситуации пока что спрос на сталь и на железную руду сохраняется достаточно высокий. Утром показывал график цен на железную руду, можете посмотреть и ужаснуться, куда они взлетели. Вот. Сейчас на текущий момент цель движения, отскок у НЛМК находится, но насчет 280 я бы так смело не говорил. Первая цель движения у него все-таки находится вот здесь, вот в районе 263.
И если он сюда приходит и начинает здесь торговаться, тогда уже, скорее всего, он пойдет переписывать 282. Сейчас на текущий момент идет коррекционный откат, но действительно деревья до небес не растут. Вот, соответственно, здесь критерий того, что этот рост не захлебнулся, это то, что не будет движения вниз и пробития 232-233,5. То есть, если вот этот диапазон не берется, то вот этот рост, он еще не иссяк. И он будет продолжаться, ну, ближайшая цель, я думаю, 263. Потом, может быть, если он там закрепится, то пойдет движение на 282, как многие ему пророчат. Так, друзья, дальше вопрос был по Аэрофлоту. Недельный таймфрейм. Здесь действительно на недельном таймфрейме он пришел на 68,5, и сейчас светопляска идет в районе уровня 68,5. На текущий момент, если на дневочке перейти, то, соответственно, если 67 не пробивается в ближайшие дни, 1, 2, 3 дня, то отсюда у нас идет импульс движения. Цель этого импульса сходить вот сюда, вот на 73,6, и потом попробовать пробить 74,6 и уйти на 88, если получится. Если здесь все-таки возникает пробой вот этого значения, то тогда отсюда у него цель движения будет 63 и ниже. Но здесь его подсобрали, и сейчас, возможно, на какой-то новости или на каком-то событии, там может быть слухах о признании российской вакцины, сертификата в Европе, его могут сюда очень быстро запустить. Так, друзья, далее Новатэк, вторая газовая принцесса после Газпрома. По Газпрому обращаю внимание, там, по-моему, сегодня у него дивидендный гэп будет на размер дивидендов. Вот. Но Новатэк, его как бы ключевая проблема заключается в том, что он слишком дорог. То есть по всем мультипликаторам он стоит очень дорого. Газпром стоит очень недорого, но у него есть свои заморочки, но и свой потенциал для роста. Итак, друзья, 4-часовик по Новатэку. В космос он уже слетал, вернулся на Землю. И сейчас, соответственно, у нас на ближайшее время идет вопрос удержания диапазона 1580-1600. Вот этот диапазон из 20 рублей, всего лишь из 20 рублей. Если он удерживается, не пробивается, то у нас вот вся эта конструкция, которая здесь начала твориться, даже она еще здесь начала твориться, она придет к тому, что отсюда возникнет импульс движения, цель которого будет 1690 и 1720. Если здесь возникает пробой, то он в ближайшее время откатывается на 1500. Но спрос на Европе сохраняется на газ. Газопровод там хотят перекрыть на профилактические работы. Так что на всех этих вопросах Новатэк могут немножко пропампить, и он отскочит к этим же значениям. Обращаю внимание, что пробой вот этого диапазона приведет к просадке. Так, друзья, ну далее вот Headhunter, по нему тоже вопросы задают. Он вместе с Virgin Galactic, видимо, слетал в космос и после этого приземлился. Но смотрите, здесь компания, она интересная, потому что она, в общем-то, одна из составляющих новой экономики, когда все должно быть электронно и удаленно. И здесь вот то, что произошло, вот это вот движение и потом последовавший откат, они сейчас ведут к набору позиций и росту дальнейшему, в том случае, если сейчас не пойдет движение вниз и не будет пробито 3150. Вот если 3150 не пробивается, то скорее всего он в районе этих значений будет консолидироваться. Насчет дальнейшего роста, пока я, наверное, погорячился, роста не будет, будет здесь консолидация, надо посмотреть, к чему она приведет. Но вот если 3150 пробьет и начнет торговаться, то скорее всего его сразу направят вот сюда, вот на 2700. Вот. Но здесь у компании есть фундаментал, но фундаментал какой? Разумеется, у всех IT-компаний, у них не фундаментал в виде дивидендов, которые они платят. То есть там немножко другие идеи работают и схемы. Здесь фундаментал такой, что эта компания, она бенефициар изоляции ковидной. Вот. Это раз. И второй момент, она бенефициар тех изменений электронных, которые проходят во всей жизни. Поэтому весьма вероятно ее здесь какое-то время удержат. А если она здесь хорошо проторгуется, то ее наградят и отправят еще выше. Так, друзья, ну и давайте под конец посмотрим
Наше все это российский рубль, его поведение к доллару. Вот уровень мы пробили. Здесь ситуация схожая с евро-рубль. И сейчас, вот если в ближайшее время не будет движения с пробоем 73.85, то у нас отсюда вся эта конструкция развивается на отскок. Цель движения будет 74.5. Если здесь все-таки повторный пробой, то он на сегодня уходит торговаться, либо тестировать значение 73.6, 73.65. Друзья, все, дневной обзор. Спасибо за внимание.